Город, куда я сейчас собрался, всегда был особенным. Изначально родившийся как свободный город Ганзейского союза и позже неоднократно переходивший из рук в руки, он был то крупнейшим городом Шведской империи, то польским, то российским, то независимым. И тем не менее он всегда отличался от остальной страны, даже когда был ее частью. Сейчас это столица независимого государства. Но тем не менее она все равно вызывает массу воспоминаний, просто взрывая мозг именами, названиями, эмоциями. И мне кажется, что именно эта двойственность и делает ее столь притягательной. Она одновременно иностранная и родная, старинная и современная, холодно-серьезная и шуточно-дружелюбная. И все эти эпитеты об одном и том же месте. В свободном ганзейском городе, столице Латвии, Риге. Поехали! Мне так не терпелось прогуляться по Риге, что в самый первый вечер, когда все нормальные люди должны идти спать, я выбрался на улицу и просто пошел бродить по темноте, куда глаза глядят. Ну правда, разве ночная Рига не прекрасна? В итоге, как настоящий любитель воды, я пришел на Ратушную площадь и на набережную. И вот именно тут меня накрыло ощущение, что я нахожусь внутри своей детской мечты. Я часто слышал все эти названия, но они всегда были чем-то абсолютно далеким и недоступным. А теперь вот она, Ратушная площадь, вот Даугава, где-то там впереди Юрмала. Даже сейчас, когда я это озвучиваю, сердце ёкает, а тогда на мосту оно вообще едва не выпрыгнуло наружу. На другой день, когда я наконец выбрался, чтобы увидеть Ригу при свете дня, у меня, конечно, уже был план. Рига, в общем, небольшая, хотя на все времени все равно не хватило. Но кое-что я все-таки успел ужать в несколько часов. Для начала городской рынок. Ничего покупать я не собирался, и мне была скорее интересна архитектура. Дело в том, что в Риге расположен один из самых крупных крытых рынков Северной Европы. И одна из причин этого в том, что рынок сделан из ангаров, в которых хранили дирижабли, бомбившие Ригу еще во время Первой мировой войны. 5 ангаров были привезены за 190 километров из Вайнёде, и верхняя часть этих ангаров использована для строительства 5 павильонов рынка, каждый из которых имеет свою специализацию. От отдельно стоящего мясного до рыбного и павильона с выпечкой, которые соединены переходами. Поэтому, если вас впечатляет поистине циклопические масштабы строений, то на рынок стоит заглянуть, даже если ничего покупать там вы не собираетесь. Всего в 10 минутах ходьбы от рынка стоит церковь Святого Петра. Изначально построенная в 13 веке, она долго была самым высоким зданием Риги, в 123,5 метра, из которых больше половины – это визитная карточка церкви, да и всей Риги – шпиль. В 1986-89 годах достроена Рижская телебашня, и церковь Святого Петра перестала быть рекордсменом по высоте. Сам шпиль церкви украшен классическим флюгером-петушком, который, помимо всего прочего, еще и указывал, могут ли купеческие суда войти в порт для торговли. В церкви аж 2 смотровые площадки на высоте 51 и 71 метра. Но вы же знаете, я предпочитаю смотреть города с человеческой, а не с птичьей высоты, поэтому туда наверх я не полез.
Сама церковь была серьезно повреждена во время боев за Ригу и фашистской оккупации в 1941 году, поэтому оригинальные интерьеры не сохранились. Но теперь внутри хранятся некоторые артефакты, например, оригинальная статуя Роланда с Ратушной площади. А если у вас хорошее зрение, то обратите внимание на часы на башне. У них всего одна стрелка, потому что в то время механизмов с двумя стрелками еще не существовало. И очень необычная цифра 4. Исторический центр города, Старая Рига или Вец-Рига, образована массой удивительно уютных маленьких улиц, атмосферных домиков и площадей. Одна из них – это так называемая площадь Ливов, ограниченная зданиями гильдий, театром Михаила Чехова, именно Михаила, это племянник Антона Павловича, и знаменитым домом с кошками. Если посмотреть наверх, то на крыше дома видны два кота в очень странных, но понятных позах. В общем, по легенде, некий купец очень хотел вступить в большую гильдию, в локальную, а не к черноголовым, о которых мы еще поговорим чуть позже. Но по какой-то причине его туда не принимали. И тогда он совершил натуральный демарш. На крышу своего доходного дома он установил этих котов, повернув их, скажем так, спиной в сторону кабинета главы большой гильдии. Тот, естественно, потребовал котов убрать, купец упирался. В итоге, конечно, купца в гильдию приняли, а котов развернули в более приемлемую сторону. Что же касается самой площади Ливов, то именно здесь, по одной из улиц, которые ее образуют, в свое время тек отток Даугавы, речка Рига, которая, собственно, и дала название городу, но позже за ненадобностью засыпанная. И если вам повезет, и вы сможете разглядеть газон, который находится в центре площади Ливов, то вы увидите на нем волнообразные украшения. Они-то, собственно, и олицетворяют собой реку Ригу. Если идти к все-таки еще существующей реке, то буквально через несколько минут вы, как и я, окажетесь на Ратушной площади. И надо сказать, что в глубоком детстве я в первый раз услышал термин «ратуша» именно применительно к Таллину или Риге. И вот она, наконец, передо мной. Правда, сама ратуша не очень интересна, зато рядом стоит так называемый дом черноголовых, гораздо более любопытный. Черноголовый – это не фамилия. Это гильдия холостых купцов, торговавших вне Риги, в отличие от так называемой большой гильдии, купцы которой занимались торговлей внутри Риги или с ее пригородами, что было гораздо более безопасно. Затейливое имя «черноголовые» появилось потому, что купцы гильдии считали своим покровителем святого Маврикия, который по непонятной причине часто, но не всегда, правда, изображается темнокожим. Само здание было построено так называемой малой гильдией в XIV веке, а с XV века арендовано черноголовыми. К сожалению, оригинальное здание гильдии утрачено во время Второй мировой войны и полностью восстановлено в 1999 году. От оригинала сейчас остались только подвалы. А перед зданием находится место, где 500 лет назад была установлена первая в Европе рождественская елка. А еще чуть дальше стоит очередной символ Риги – статуя Роланда, олицетворяющего свободу города и честную торговлю. Это, кстати, копия оригинальной статуи, потому что прежняя обветшала и была перенесена в церковь Святого Петра, где мы уже были, а на площади в 2005 году установлена копия. Мрачное длинное здание поперек площади по пути к набережной теперь музей оккупации. Создатели музея считают, что в истории Риги было 3 периода оккупации. Первый в 1940-41 годах Советским Союзом, второй в 1941-1944 годах фашистской Германией и третий в 1944-1991 годах снова СССР. Перед тем, как стать музеем оккупации, это был музей латышских красных стрелков, одного из лучших подразделений РККА, сформированное из частей латышской армии, поддержавших большевиков в 1917 году. Именно их изображает памятник, стоящий между музеем и набережной. Вообще, конечно, это довольно непростая и очень чувствительная тема для Латвии,
И она в полной мере иллюстрируется вот таким набором машин, которые припаркованы прямо около музея. Но давайте перейдем к другой части истории Риги, более светлой. Как я уже говорил, Рига всегда выглядела более европейской, чем большая часть СССР. Поэтому совершенно неудивительно, что именно здесь снималось множество фильмов, действие которых, по идее, происходило где-то в Западной Европе. Рига играла Лондон, Париж и даже Берн. Давайте попробуем разобраться. Благо, это довольно просто. Основная кинематографическая улица Риги – это улица Яуниела. И, конечно, первое, что приходит в голову, это Шерлок Холмс. Многие знают, что легендарная Бейкер-стрит на самом деле снималась в Риге. И действительно, вот она. Вот общий вид. А вот и крупный план. Ну а в последних сериях именно здесь едут герои фильма на своем желтом монстре. А вот так на самом деле эта улица выглядит сейчас. Дом 221Б на самом деле тоже здесь, хотя и спрятан во дворе. На самом деле улица мимо него не проходит. А вход в него можно опознать по украшению двери. Вот только вид тот с противоположной стороны. Но Рига, разумеется, играла Лондон не только здесь. Вообще, красный почтовый ящик придает образ Лондона, по-моему, любой улице. Например, вот Холмс с Ватсоном приезжают в дом сэра Джеймса Уолтера в поисках пропавших чертежей. Надо ли говорить, что это уже виденная нами площадь у Домского собора? Шерлок Холмсовских мест в Риге еще много, и по ним можно гулять отдельно, поэтому давайте я вернусь, например, в Париж, куда приехал граф Монте-Кристо, каким видела его одесская киностудия. Узнаете? Это вообще-то то же самое место на улице Яуниела. А вот еще кадры из того же фильма. Очень приметное украшение, не правда ли? Ну и, наконец, прокатимся в Швейцарию, в Берн. Именно сюда приехал связной Штирлица, профессор Плейшнер, сразу же опьяневший от воздуха свободы. А вот и дом, где он забыл про цветок и из окна которого выпал, проглотив яд. Магазина с птицами тут, конечно, уже нет, зато напротив есть отель с говорящим названием «Юстас». И раз уж мы вспомнили про Штирлица, то Рига еще и сыграла Берлин. Помните, как Штирлиц встречался с Борманом? Вот он ждет на ступенях музея, который на самом деле здание Министерства финансов. А вот и само место встречи. По украшению легко опознать дом с котами, про который я уже упоминал. Интересно, что в последнее время есть и пример обратного воплощения. Рига сыграла Архангельск, по которому идет герой Дэниела Крейга. Арка, из которой они вышли, выходит на Ратушную площадь, и за ними виден памятник латышским красным стрелкам. А вот одна из некинематографических достопримечательностей улицы Яуниела – это дворец Петра I, сейчас, правда, сильно перестроенный. Петр в нем останавливался то ли 7, то ли 8 раз во время своих приездов в Ригу. И знаете, что удивительно? Среди всей этой красоты иногда попадаются какие-то удивительные, страшные совкового вида дворы. Я, конечно, понимаю, не весь город можно сделать конфеткой, но удивительно, что в Риге я увидел это прямо в самом центре города. Ну да ладно, давайте лучше о хорошем. В Рижский замок я не пошел. Во-первых, потому что это официальная резиденция президента, а ни разу не музей, и просто так туда, кажется, не пускают. А во-вторых, нет, не впечатляет, особенно снаружи. Похоже на кучу каких-то отдельно стоящих зданий, никак не связанных друг с другом. Зато снаружи нашлось вот такое удивительное место, причем в самделишном подвале.
Зато заглянул к Рижскому собору. Он сейчас переживает реконструкцию. Одна из старейших церквей Риги какое-то время была самым высоким зданием в городе, даже выше церкви Святого Петра. Но ее шпиль был деревянным и в силу своего характера постоянно требовал ухода. В результате чего в 1766 году был заменен на меньший, зато также с флюгером-петушком наверху. И что интересно, часть ансамбля собора сейчас занимает Музей истории Риги и навигации. К сожалению, в этот раз времени на него мне не хватило, поэтому буду рад, если подскажете, стоит ли туда рваться в следующий раз. По дороге от Рижского собора вы наверняка наткнетесь на 3 странных дома, подпирающих друг друга. Это так называемые 3 брата. Скорее всего, отсылка к таллинским 3 сестрам или к предыдущему рекордсмену Риги по возрасту, дому, у которого над входом был барельеф, изображавший 3 мужчин. Как бы то ни было, сейчас это самые старые каменные жилые дома Риги. Самое старое здание построено около 1490 года и, скорее всего, является одним из первых каменных домов Риги, после того, как из-за опасений пожаров в Риге было запрещено строить из дерева. Средний брат моложе на 150 лет и построен около 1646 года, напоминает голландские дома с большими окнами, которые в том числе указывают на богатство хозяев. А зеленый брат самый молодой, он вообще построен в конце 17 века. Долгое время интерес вызывали только 2 старших брата, поэтому к 1901 году именно они были тщательно зарисованы и измерены. А младшее здание было решено сохранить только при подготовке к полноценной реставрации в 1957 году. В этот момент выяснилось, что из всех 3 зданий максимальной перестройке подвергся именно младший брат, но, к счастью, снести его к этому моменту еще не успели. И вот теперь эти 3 здания показывают, как развивалась рижская городская застройка. Это можно отследить по тому, где жили хозяева. В самом старом доме самые большие окна на 1-м этаже. Именно там жили владельцы. Над ними находились вспомогательные помещения типа складов, мастерских и так далее. Все то, что не требовало обогрева. В среднем брате окна на 1-м этаже среднего размера, потому что там уже жили слуги. Хозяева жили на 2-м этаже и уже над ними находились мастерские и склады. А к моменту постройки младшего брата все мастерские, склады и прочее уже были вынесены за пределы Риги, поэтому младший брат полностью жилой. Вообще, если честно, то ходить по церквям в Риге не очень интересно. Дело в том, что в массе своей они сильно пострадали во время войны, и поэтому от оригинальных интерьеров ничего не осталось. Так что обещаю, это будет последний. А это собор Святого Якова. Еще один пример средневековой рижской архитектуры. При этом надо отметить, что изначально он не был задуман как собор, потому что эту функцию в это время исполнял уже существующий Рижский собор. Да и располагалась Яковлевская церковь за городской чертой, за что получила неофициальный титул самой известной сельской церкви Риги. И только в 1262 году церковь и ее окружение вошли в состав города. При этом собор несколько раз менял конфессии и, соответственно, перестраивался внутри. И еще и поэтому там осталось мало чего интересного. Зато именно здесь в 1819 году было объявлено об отмене крепостного права во всей Лифляндии. По узкой улице позади собора Святого Якова можно выйти к дому с огромным количеством настенных откровений. Артистизма тут, откровенно говоря, немного. Но зато ярко видна правда жизни, взлеты и падения отношений к людям, да и к жизни в целом. А еще немного дальше видны последние сохранившиеся городские ворота Риги. Их вообще-то было 8, но до настоящего дня дожили только эти, так называемые шведские ворота. Они прорублены в конце 17 века прямо в стене жилого дома. И по городской легенде это сделал купец, который просто не хотел платить налог за въезд в город. Но, честно говоря, эта версия вызывает большие сомнения, потому что сохранить в тайне ворота в городской стене было бы, как минимум, очень сложно. Скорее всего, ворота использовались просто для доступа шведских солдат к казармам, которые расположены прямо за воротами.
Ну и еще по одной городской легенде здесь замурована девушка, которая была поймана на несогласованном свидании с одним из этих самых шведских солдат. Ну, честно говоря, в это тоже слабо верится. Круглая пороховая башня – последняя оставшаяся из 28 башен оригинальной Рижской крепости. Изначально она называлась Песочной, скорее всего из-за дюн от протекавшей мимо реки Рига, но около 17 века переименована в Пороховую, возможно из-за того, что здесь находился склад пороха, что, честно говоря, звучит немножко странно и даже опасно для сооружения на переднем крае обороны. О том, что башня участвовала в боевых действиях, напоминают ядра в стене. Вопреки городской легенде и расхожему мнению, они там не застряли, они были туда специально вмонтированы в память о Северной войне. Башни не стали сносить с остальными, а по приказу генерал-губернатора Риги Суворова, внука Александра Васильевича, оставили для истории. После этого башня довольно долго стояла заброшенной, пока в 1892 году студенческое сообщество ее не отреставрировало. И примечательно, что часть денег на реставрацию студенты собрали, просто почистив башню и, продав собранный голубиный помет на удобрение. И знаете, в самом конце поездки у меня неожиданно случилось еще одно счастье. Мне удалось выкроить еще пару часов, и я решил смотаться в Юрмалу. Времени у меня было совсем в обрез, поэтому архитектуре и залу Дзинтаре я предпочел суровость Балтийского моря. Холодного, немного резкого, но удивительно красивого. Вот примерно и все, что я успел увидеть в Риге на этот раз. Наверное, это немного, но ведь надо же что-то оставить и на будущее. На меня туристическая Рига произвела довольно приятное впечатление. Жить там долго – это, наверное, отдельный опыт. Вот, например, только что Роман Супер поделился своими приключениями с машиной. Но что касается меня, лично мне повезло встретить очень приятных и отзывчивых латышей. Я ни разу не почувствовал ни напряжения, ни какого-либо негатива в свой адрес, чего, признаться, немного опасался. Наверняка у Риги есть какие-то проблемы и сложности, которые я, как турист, просто не углядел. Да, тут есть и не очень красивые места, и странные люди, но, в общем, если вести себя корректно и нацеливаться на позитив, то Рига совершенно точно одно из мест, которые я могу с уверенностью порекомендовать. Что тут еще можно добавить, кроме Устикшанаус, Рига?